раньше Соединенные Штаты были главным полицейским. После развала Советского Союза стали державой номер один. Мир стал однополярным, и Соединенные Штаты фактически, в общем-то, под лозунгом внедрения демократии руководили и не вмешивались во все процессы на всем земном шаре. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Она поменялась по той причине, что Соединенные Штаты уже не доминируют, и они понимают о том, что долги растут, долг растет очень сильно в Соединенных Штатах. И вот если все будет идти так, как будет идти, и не поменять стратегию, то Соединенные Штаты ждет катастрофа. И тогда в Соединенных Штатах возникла новая группа политиков. Это были не классические республиканцы, это не были точно не демократы. Внутри республиканцев возникло новое течение. Это течение исповедовало идеологию делать Америку великой, сосредоточившись внутри Америки. Или как минимум внутри западного полушария. Внутри вот этой группы трампистов, мага, есть те, которые считают, что вообще надо сосредоточиться исключительно на границах Соединенных Штатов. И, кстати, конгрессмены, которые поддерживают эту точку зрения, трамписты против операции Венесуэлы, потому что это за пределами Соединенных Штатов. Есть те, которые говорят о том, что вот Гренландия, Канада, Латинская Америка — это вот наше западное полушарие, а Европа пускай сама вкладывает средства в свою защиту. Вкладывать в Европе надо очень много, потому что уровень жизни вот достаточно высокий в Европейском Союзе, он как раз создается за счет того, что тратятся мизерные деньги на оборот. Если будут тратиться деньги, какие нужны для того, чтобы создать ядерный зонтик, создать стратегическое ядерное оружие, тратить 5% ВВП на армию, просто кардинально снизится уровень жизни. Это 5% — это 1 600 000 000 только евро в год, когда Соединенные Штаты ведут себя с позиции силы, нарушает правила, да, те правила, о которых вот в Соединенных Штатах так долго говорили. Если вернуться к итогам Второй мировой войны, нашей Великой Отечественной, то итоги были простые. Делали так, что 4 или 5 стран, смотря как считать, имели право делать все только согласовывая между собой. Это называется Совет безопасности при ООН. Остальные все страны могли делать только то, что разрешат эти 5 стран. И то, что произошло в Венесуэле, не согласовано было с Советом Безопасности. И с этой точки зрения, безусловно, это нарушение международных законов. Но с точки зрения американцев, они достаточно последовательны. Они не признали выборы в Венесуэле. Они объявили Мадуро террористом. Трамп заявил о том, что Венесуэла напала на Соединенные Штаты, поставляя в Соединенные Штаты бандитов и наркотики. Это является нападением на Соединенные Штаты. И Трамп заявил, что в условиях, когда на Соединенные Штаты напали, он может без разрешения Конгресса отвечать. И все, что сейчас происходит, это вот ответ на агрессию Венесуэлы. Вот как это выглядит со стороны Трампа, со стороны Соединенных Штатов. У нас Зеленский не признан террористом. У нас, вот начиная с Порошенко, мы признавали все президентские выборы. Я вижу место России вместе с Китаем, вместе с азиатскими странами.
Вот что касается постсоветского пространства, то, конечно же, хотелось бы, чтобы Россия каким-то образом усилила влияние на этих на своих соседей. Но многое зависит от России. России тоже надо сосредоточиться внутри России. Тоже надо разобраться, собраться с силами. Перед всем миром, перед всеми странами будет очень серьезнейший вызов. Мы вступаем в очень смутные времена. Что касается, где держат деньги Зеленский. Зеленский, да, и что насчет предателя в его команде? Там предатель на предателя. Катастрофа для Зеленского. Знаете, вот там нет, когда у людей есть убеждения, тогда, возможно, какие-то, вот кто-то готов будет там жертвовать собой. Сейчас никто не готов жертвовать Зеленским. Тех, кого просто хоть чуть-чуть берут за мягкие части тела и начинают вытаскивать и говорить о том, что или сядешь, или давай показания, или давай пойдешь на сделку, все с удовольствием идут на сделку. Вот все. Вот и это в этом проблема, в том, что Миндич уехал в Израиль, а Зеленский сидит и боится. Потому что если Трамп попросит Нетаньяху, то приедет, даже не надо его выдавать в Соединенные Штаты. Приедет прокурор, он даст показания, там при свидетелях их завизируют, и все. Счета, банки и так далее, и так далее. Карбуненко в Соединенных Штатах. Его Умеров в Соединенных Штатах. Ну чего он там подпрыгивает? Он же реально, он он прямо ведет себя с Уиткофом, чего изволите. Почему? Потому что он американский гражданин, у него там 2 особняка, у него там семья. Он знает, что за воровство американских средств он сядет лет на 300. Вот просто по щелчку. И сразу из-за дела.